Всем привет! Канал Математические эксперименты. Давайте продолжим наше исследование, доведем его до некоторого логического конца. В прошлый раз мы сформулировали очень интересную идею, что каждую функцию хорошую можно разложить на части, на сумму полюсов, и если эти полюса вычесть, то остаток можно разложить как произведение нулей. И мы это проделали с вами для некоторой тренировочной функции f от x, вот этой вот, для функции единицы на синус x и для функции синус x. Единица на синус x оказалась состоящей целиком из полюсов, и когда мы эти полюса все сложили, то сразу же получили функцию синус x. Вот сумма полюсов, единица на синус x. Если мы единицы разделим на эту сумму, то получим уже хорошее приближение функции синус x. Если взять 5, если взять 6, вот, все лучше и лучше. Возникает следующая идея. Давайте рассмотрим функцию ошибки нашего приближения. Это приближение, это наша исходная функция. Мы видим, что наша ошибка такая функция колебательная, и она увеличивает амплитуду с увеличением отдаления от нуля. Соответственно, очень хочется разделить ее на x. Мы здесь делим на x. Разделили. Ну и дальше. Тут я написал умножение на m квадрат. С чем это связано? Если не умножать на m квадрат, мы видим тут 0,00025. Если выбрать в 2 раза меньше m, то здесь получается примерно в 4 раза больше. Если сделать 10, то еще увеличивается. А если мы здесь домножим на m в квадрате, то при увеличении числа m, вот, точка, до которой доходит, скажем, вот эта вершинка, практически не меняется. Меняется, но все время остается в районе 0,10. Давайте еще умножим это на 10. Ну, вот это мы все проделали с вами в прошлый раз. Да, домножили на 20 и получили функцию, которая находится примерно в полосе от 0 до 2. Дальше нам хочется ее перевернуть. Единица минус, переворачиваем. И дальше мы видим, что это очень похоже на косинус x. Мы вычитаем косинус. Оказывается, что это не косинус x, а косинус 2x. И вот что мы получаем. Хочется двигаться дальше. Но на этом уровне мы уже получили следующее приближение, следующую формулу, что наша единица разделить на gxm, это и синус x. Ну, еще есть некоторый член, который уменьшается с увеличением m. Дальше мы посмотрели новый ошибочный член. Теперь мы уже из этой функции вышли косинус 2х. Вот что мы увидели. Тут я нарисовал два варианта. 20 и 2π в квадрате. Ну и тут можно повыбирать, какой же вариант ошибочного члена вам больше нравится. Хорошо. И если верить, что 20 это на самом деле 2π квадрат, то имеем вот такую формулу для четных. Или вот такую формулу для нечетных. Здесь косинус 2х минус 1 на 2 можно заменить на синус х в квадрате. Хорошо. Двигаемся дальше. Вот наша ошибка как функция от x. Давайте посмотрим на эту картинку. Здесь хорошо видна парабола, которая смотрит вниз. Так давайте вычтем эту параболу. Точнее, добавим. А раз она смотрит вниз, значит, надо добавить x в квадрате. Вот. Добавляю. Тут методом тыка можно обнаружить, что коэффициент перед этой параболой это x квадрат разделить на m в квадрате. И еще какое-то число b. Вот если b взять 8
или лучше всего 5, то мы видим, что это мало. Если мы возьмем 15, это много слишком. А вот если взять 10, то вроде бы хорошо. Вот эти вот вершинки выстраиваются в какую-то такую линейную, почти линейную зависимость. Ну и еще мы обнаруживаем некоторую приподнятость всего этого графика относительно оси x. Хорошо. Да, и мы подозреваем, что 20 это 2 на π в квадрате, а 10 это, скорее всего, π в квадрате. Но пока себе не позволяем это явно выписать. Здесь, на этой картинке, лучше взять большое значение m, потому что при маленьких значениях m 16, 15, они скачут. Вот если мы возьмем m равно 80, то появляется некоторая стабильность. Ну и для нечетных тоже. Нет, для нечетных не получается. Да, для нечетных тут не подходит. Будем брать пока только четные. Мы занимаемся сейчас только четными вариантами m. Ну, давайте для начала разделим на x квадрат, потому что мы здесь увидели параболу. Разделили. Может быть, возьмем вот эта амплитуда. Ее надо увеличить. Ясно, что здесь в окрестности нуля что-то происходит не очень хорошее, но вот левее и правее, левее минус 20 и правее плюс 20, идут какие-то более-менее регулярные колебания, которые надо домножить на m в квадрате, скорее всего. Давайте проверим. Вот эти колебания идут примерно до минус 0,2. И я поменяю m на другое число, ну, например, на 60. Так, колебания идут от минус 0,1 до 0,1. То есть размер примерно такой же остался колебаний. Ну, давайте возьмем 90. Теперь уже вниз опять. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, хорошо. m квадрат. И теперь, что мы с вами вывели? Мы с вами вывели, по сути дела, вот следующую формулу. Это если 20 заменить на 2π в квадрате, а то, что у меня тут называлось b, заменить на π в квадрате. После того, как мы запишем вот это выражение и приравняем его к нулю, а потом выразим единицу на gxm, то получим вот это выражение. Идемте дальше. Когда мы разделили на x квадрат, давайте пока уберу этот, что мы видим для 80? Мы опять видим регулярные колебания и какая-то ерунда в окрестности нуля. Интересно, как далеко эти регулярные колебания идут. Вот они продолжаются до 60 в том числе. Хочется их вычесть. Давайте попробуем вычесть. Минус косинус 2х. Предположим, что надо вычитать то же самое, что и мы здесь вычитали. О да, раньше у нас колебания доходили до единицы, а теперь они съежились до минус 0,1, минус 0,2. Мы вышли правильное число. Давайте теперь все это поместим в manipulate. Manipulate. И попробуем поманипулировать чем? Ну, например, переменной a, которая у нас тут запостулирована как 20.0, но она на самом деле должна быть это в окрестности 18 и 22. Давайте также
заманипулируем переменную m, которая в начальной точке пусть будет равна 40. Ну а так она меняется от 20 до 100. И пусть это все с шагом 4, например, происходит. Окей. Что мы здесь видим? Уменьшаем А. Вот, есть интересный момент перехода. Его надо отловить. Вот он. 20, 25. Так. Подвигаем m. Увеличим m до 72. А здесь, где находится момент перехода? Здесь момент перехода, ну, предположим, что где-то здесь. 20.02. Изменился. Давайте еще увеличим m. И опять найдем этот момент волшебный. Здесь перескакивает очень резко. Так. Здесь мы уже видим, что число становится меньше 20. Примерно 19,8. 19,8,7. 19,8,9. Ну ладно. 19,9. 19,9,5. Непонятно. Ну, в общем, где-то... А, вот. Уже переколбасилось. В общем, меньше 20, но больше 19. Где-то здесь. Точка А, вот эта вот критическая точка А, меняется, зависит от m. Это печальная новость. Это значит, эта формула не совсем верна. Действительно, вот здесь вместо m в квадрате легко можно поставить что-нибудь другое. Например, m умножить на m плюс 1. И таким образом, точнее, здесь могло бы вот в истинной формуле стоять не просто m квадрат, а m умножить на m плюс 1, например. А здесь могло бы быть, например, m плюс 2 умножить на m плюс 3. Ну, я пишу сразу же в некотором смысле ответ. И, то есть, вот в такой, например, постановке могло бы получиться так, что критическое значение для переменной а будет одно и то же для всех m. А сейчас, видите, я меняю m, но стало лучше. Лучше, чем в прошлый раз. Здесь вместо m квадрат и здесь вместо m квадрата надо ставить какие-то многочлены от m. Ну вот, есть у меня такая догадка, что здесь стоит m на m плюс 1, здесь m2 умножить на m плюс 3. Что стоит здесь, не знаю. Но давайте запустим. Предположим, что здесь тоже стоит m на m плюс 1. Вот, мы двигаем А. Критический момент соответствует... Ну, мне нравится вот этот момент. Вот эта точка, мне кажется, самой правильной. И она равняется 19,74. А Б, что тут можно сделать с Б? Так, это да, это хуже становится. Но здесь и тоже не очень хорошо, когда слишком сильно B увеличиваешь. Там видно, что портятся края. Ладно. Здесь, играя вот с этой формулой для больших значений m, можно довольно-таки точно подобрать А и Б и получить такие приближения, которые сразу же выдают себя. А это на самом деле 2π в квадрате, а b это π в квадрате. Поэтому мы имеем вот такую формулу. Или, если мы заменим косинус 2х минус 1 на 2 на синус х в квадрате, вот такую формулу. Но это еще не конец. Давайте, значит, запишем эти две функции ошибки приближения. Одна с m, а другая вот с нашим новым вариантом m
m плюс 1, а здесь, соответственно, вот это мы получаем. Да, я не сказал, но вот именно вот такая формула получается, если мы положим нулю вот это выражение. Ну, здесь просто техника, просто поверьте мне. И здесь, значит, на этом manipulate хорошо видно, что вариант первый, синий, в окрестности нуля гораздо лучше себя ведет, чем вариант желтый, где не вот это вот выражение, когда умножаются последовательно целые числа, начиная с m, а просто степень m. Просто степень m хуже. Это желтый график. Синий гораздо лучше приближает в окрестности нуля. И тут видите, ось y, какая она становится маленькая. Давайте я выберу какое-нибудь супер большое значение m. 98. И здесь мы уже видим приближение на уровне 5, 10 минус 6. Причем надо выключить желтый график, потому что он-то как раз портится. Давайте его выключим. Просто домножим на 0. Вот. Так. 10 минус 8 даже мы получаем здесь. В окрестности нуля. Хорошо. Но и это не конец. Здесь я нарисовал 4 варианта ошибки приближения. С m квадрат. Дальше первый член, но правильный, m плюс 1. Два члена, но везде использую степень m. И тут два члена, но использую правильный вариант с m. И что мы получаем? Синий график — это вот это, первое приближение. Оно покрывается немножко зеленым вначале, а потом расходится зеленым. Этот вариант — это желтый вариант приближения. Здесь в окрестности нуля уже очень близко подходит желтый график. Дальше. Третий график. Зеленый. Ну, он так же плохо, как и синий. Хоть мы и добавили здесь второй член, но из-за того, что есть неправильность в m, зеленый график так же плохо, как и синий. Ну и третий график, красный. Он в окрестности нуля, наверное, еще лучше, чем желтый. Ну и дальше, после десятки, у него тоже лучше приближение, нежели у желтого. Давайте пристально посмотрим на 3 графика. На этот раз я уже выписываю следующий член приближения. Я убрал неправильные варианты, где просто степень m используется. И вот что мы здесь имеем. Синий вариант ошибки. Это желтый вариант ошибки, который уже очень похож на зеленый. Здесь, конечно, можно раздвинуть границы. Вот. Ну что ж, откуда я взял этот третий вариант приближения? Ну, на самом деле не так важно, откуда я его взял, потому что он оказался неудачным. Ну, смотрите. Во-первых, я как бы вот эту вот сумму трех слагаемых представил в виде такого выражения. То есть я эти два выражения окружил скобкой и вынес синус x на x разделить на m плюс 1 и π в квадрате за скобки. И тогда у меня от этого слагаемого осталась только вот эта часть. Дальше я подумал, что надо продолжать следующим образом. Но это оказалось неправдой. Почему это оказалось неправдой? Подумайте. На этом мы пока закончим исследование суммы приближения синуса x с помощью суммы полюсов единицы на синус x. Но
вам я предлагаю продолжить это исследование. Потому что вот это еще не конец. Там есть много интересных продолжений. Одно из которых заключается в том, что здесь можно домножать эту скобочку. Ну, это неправильный вариант, сразу чувствуется. А еще можно вот здесь вот немножко менять многочлен от m. Например, здесь добавить единичку и здесь добавить единичку. И тогда получается улучшать этот вариант. Теперь синий вариант — это 3 слагаемых. И он здесь хуже в окрестности минус 5,5, чем желтый и зеленый вариант. Желтый и зеленый вариант — это варианты, которые получаются из этого варианта хитрыми преобразованиями. Здесь домножением, а здесь добавлением в знаменателе некого числа. И можно даже вот сделать manipulate и поискать наилучший вариант для А. Но там дальше уже можно зарыться и уйти надолго, на час или два. Давайте продолжим изучение синуса x как произведения нулей. Вот что мы нарыли в прошлый раз. Мы нарыли, что синус x может быть приближен вот таким произведением. И здесь количество скобок можно увеличивать. Каждая скобка соответствует конкретному нулю функции синус x. Если мы хотим перемножить 2n плюс 1 нулей, n слева нулей, n справа нулей и 1 0 в точке x равно нулю, то вот как это можно записать. Вот это вот отношение должно быть равно единице в идеале, если это хорошее приближение синуса x. Но вот что мы получаем для n равно 700. Когда мы перемножаем 700 нулей, мы получаем какое-то нормальное приемлемое приближение в окрестности минус 10, 10. Ну и то уже не очень. 0,98 это значит ошибка в 2%. И да, когда мы на это смотрим, мы видим, что приближение с помощью суммы полюсов работает лучше, желтый график, чем приближение с помощью произведения нулей, зеленый график. Но давайте поизучаем, что там будет происходить дальше, когда мы будем постепенно приближать. Вот gxn это есть отношение синуса x на произведение нулей. Мы вычитаем единицу, умножаем на n, добавляем x квадрат на π в квадрате, потому что мы там увидели минус параболу, мы ее добавили. И у нас лучше стал график, ближе к нулю. Мы после этого снова домножили на n. И на этот раз мы уже увидели четвертую степень. Вот я рядышком нарисовал четвертую степень, x в четвертой. Давайте посмотрим, как это происходит. Чем больше n, тем сильнее приближается синий график к желтому. Вот это желтый график. Значит, крайне логично, надо вычесть. Вот что мы получаем. Вычли, после чего логично снова окружить скобками. Видимо, снова надо домножить на n. И давайте сузим здесь до 10, потому что после 10 происходит сильный рост. Да, и вот что мы здесь имеем. Увеличиваем постепенно n. И мы видим здесь... Ну, что мы здесь видим? Снова параболу. Ладно, но прежде чем двигаться дальше, давайте зафиксируем вот это выражение. Если мы его приравняем к нулю, а потом выразим gxn, то вот что мы получим. gxn равняется единица минус x квадрат на np квадрат плюс, тут двоечка всплыла. Очень интересно. Двигаемся дальше.
вычли x квадрат, вычли x в четвертой разделить на 2π в четвертой. И тут у нас возникает снова приближение к параболе. Ну, тут уже не надо лукавить, это действительно 2π в квадрате. Но тут случился некоторый сбой. Почему x квадрат? Я же там ожидал увидеть x в шестой степени. Вторая степень, четвертая. А тут квадрат. Непорядок. Вот опять сложный момент. И не надо на нем останавливаться. Надо просто подумать. В прошлый раз мы вышли из ситуации тем, что n квадрат заменили на n умножить на n плюс 1. А что сделать здесь? Здесь есть вариант вместо n написать n плюс, ну, опять некоторая константа a. n плюс a. И потом попробовать подобрать эту константу a. Да. Ну вот сработает или нет, неизвестно. Пусть эта константа будет от минус единицы до единицы. Пока. Будем осторожненько ее менять. Так. Угу. Для начала увеличим n. Теперь подвигаем a. О! Вот. Видите? Здесь уже не нужна никакая парабола. И здесь видно, что в этом варианте этот желтый график не нужен. Во-первых, нужен знак минус. И тут уже степень четвертая. Нет, не четвертая. Надо здесь снова домножить на n плюс a. Я забыл про этот момент. Вот. Я думаю, почему у меня не сходится здесь эта константа ни к чему? Потому что она зависит от n. А когда домножаешь на n плюс a, то уже удается подобрать одну константу для всех n. Хорошо. Вот здесь как раз я получил то же самое. Для a равное 5. 0,5. Good. Хорошо. Вот что мы с вами получили. Синус x разделить на произведение может быть представлен в виде такого ряда. Единица минус x квадрат, деленное, плюс x в четвертой, деленное на это, минус x в шестой, деленное на это. Так, но это очень-очень похоже на ряд экспоненты. Вот кто знает, тот узнал сразу же, скорее всего, этот ряд. Здесь надо написать 8, а здесь надо написать 4 факториал. Это на самом деле 3 факториал. И знаки меняются. Значит, речь идет про экспонента в степени минус число. А именно, это экспонента от x квадрат разделить на n плюс a на π квадрат. Со знаком минус впереди. Вот это вот выражение. Но раз это вот нечто близкое к экспоненте от минус некоторого числа, то значит, если мы домножим на экспоненту в степень этого числа, то получим число близкое к единице. Вот это здесь и проделано. Это вот g от xn домножено на экспоненту минус 1. Вот что мы имеем. Синий график и желтый график. Увеличиваем.
n и видим, что желтый, вот эти вот 3 слагаемых приближения, сильно-сильно отстают от этого варианта приближения. Вот так вот сразу же мы нашли это. Запишем. Было у нас вот такое выражение. А стало выражение, которое я даже не записал. Равно экспоненте от этого выражения со знаком минус. Но здесь же можно продолжать. Единица плюс что-то. Мы уже имеем некоторые достижения. Но давайте двигаться дальше. Записали. gxn умножить на экспоненту. Я хочу получить эту скобочку. Чтобы получить эту скобочку, надо g от x домножить на экспоненту, где нету этого знака минус. И вычесть эту единичку. И тогда я получу эти 3 точки. Теперь я эти 3 точки домножаю на некоторую степень n. Здесь я уже подобрал степень 3. Ну, вы смогли бы это сделать самостоятельно тоже. И кроме того, я подобрал, увидел, что эта функция очень похожа на... Ну, она имеет корни где-то 2 и 23 со знаком минус, 2 и 23 со знаком плюс, и она имеет корень 0. Поэтому я предположил, что это, например, многочлен. И у этого многочлена пришлось подобрать коэффициент. И, о чудо, получилось замечательное приближение. То есть, здесь вместо 3 точек надо записать вот это вот выражение загадочное со знаком минус. Ну и еще деленное на... Давайте не так. И еще деленное на... в 3-й степени. Так получается. Что это за число такое? 2,23. На глаз не видно отличия синего графика и желтого, только при маленьких n. Давайте двигаться дальше. Здесь я из нашего приближения, умноженного на n плюс 1/2 в кубе, вычел вот это слагаемое волшебное. Но здесь я не уверен, что корень равен ровно 2,23. Я к нему добавил а умножить на 0,1. Этот результат я домножил на n плюс 1 в степени 1/2. 1/2 была подобрана экспериментальным путем. И здесь, ну, давайте для начала я поставлю запятую, чтобы он нарисовал 2 графика, синий и желтый. И давайте посмотрим, что мы тут имеем. Минус 2,5, 2,5. Конец. Секундочку. Так. n увеличиваем. Не хватает здесь промежутка для а. Пусть это будет 2, 2.
Даже 3. Да. Еще надо менять А. Вот. Как-то так. Минус 7,53. Ну ладно. Минус 7,51. Пусть это будет начальным значением. B. B это еще один параметр. И вот мне нужно подобрать А и Б так, чтобы было максимальное совпадение двух функций А и Б. Предлагаю вам продолжить это исследование самостоятельно. Вот пока какую страшную функцию мы имеем. И из этой функции можем вывести следующее равенство. Вот такое равенство. Здесь числа не точно указаны. Примерное значение указано констант здесь. Ну и вообще это выражение не совсем верно. Оно было получено таким вот простым способом. Подбором здесь вот степени 3, здесь степени 1 и 2. Я предположил, что смещение от n тоже 1/2. Но на самом деле, когда здесь n смещаешь, то меняются и оптимальные значения А и Б. И это некоторая проблема. Попробуйте сами подобрать вот этот вот член в данном приближении. Напишите мне, что у вас получается. Чисто экспериментальными способами, не подглядывая в разные справочники математические. На сегодня все. Всем удачи. Пока.